Стояла середина жаркого лета. Солнце с утра нагревало лесные поляны, а в густых зарослях царила тишина. Но для двух маленьких волчат эти дни совсем не казались спокойными. Уже второй день их мать не возвращалась в логово. Она ушла на охоту и исчезла, оставив малышей одних. Сначала волчата терпеливо ждали, прижавшись друг к другу, но голод становился все сильнее. Они начали тихо поскуливать и выглядывать из укрытия, надеясь увидеть знакомую серую фигуру. Однако их мать так и не появилась. После еще одной ночи малыши решились покинуть убежище. Они осторожно выбрались наружу и впервые отправились в лес без взрослого. Каждый шорох заставлял их останавливаться, но пустые желудки не позволяли долго сидеть на месте. Через некоторое время волчата вышли к старой просеке, заросшей высокой травой. Вдруг из ближайших кустов раздался громкий треск. Испуганные малыши бросились назад, но земля под их лапами неожиданно провалилась. Оба волчонка рухнули в глубокую яму и оказались на самом дне старой ловушки. К счастью, они не напоролись на колья и отделались лишь испугом. В нескольких сотнях метров от этого места пожилой лесник Андрей собирался уходить с небольшого озера. Рядом отдыхал его пес по кличке Барс. Вдруг пес резко поднял голову и насторожился. Через секунду он сорвался с места и исчез среди кустов. Андрей вскоре услышал тревожный лай. Барс несколько раз показался между деревьями и снова убежал, словно настойчиво звал хозяина за собой. «Что случилось, дружок?» — крикнул Андрей и поспешил следом. Пройдя по лесной тропе около 400 метров, мужчина увидел собаку возле заросшей травой ямы. Барс стоял у самого края и смотрел вниз. Андрей подошел ближе, осторожно заглянул в ловушку и замер. На дне сидели два маленьких волчонка. Они прижимались друг к другу и пытались выбраться по рыхлой земле. Мужчина сразу заметил старые деревянные колья и понял, насколько опасной была эта яма. Когда-то здесь, очевидно, пытались ловить крупных зверей, но со временем ловушка заросла и стала почти незаметной. Андрей быстро снял с рюкзака веревку и закрепил ее за крепкий ствол. Он спустился вниз, стараясь не напугать малышей, а затем по одному поднял их наверх. Волчата были худыми, грязными и сильно напуганными, но серьезных ран не получили. Барс осторожно подошел к ним и начал обнюхивать каждого, будто проверяя, все ли в порядке. Андрей отнес малышей к своему лесному домику, который находился неподалеку от просеки. Он понимал, что возвращать их в лес сейчас нельзя. Без матери они почти наверняка не пережили бы ближайшие дни. Мужчина устроил волчат под навесом, поставил воду и дал немного свежего мяса. С этого дня собака стала проводить возле волчат почти все время. Она позволяла им спать рядом, терпела их возню и даже вставала, когда малыши слишком далеко отходили от дома. Андрей каждый день приносил им еду и следил, чтобы они постепенно набирались сил. Прошло несколько недель, и волчата заметно окрепли. Они стали смелее, начали бегать по двору и исследовать ближайшие кусты. Барс сопровождал их до самой опушки, а потом ждал возвращения. Постепенно между собакой и волчатами возникла странная, но крепкая привязанность. Малыши держались возле него и воспринимали собаку как защитника. К началу осени волчата уже превратились в подросших молодых волков. Они научились самостоятельно искать пищу и все чаще уходили в лес. Андрей понимал, что природа берет свое, поэтому не препятствовал их прогулкам. Барс несколько дней лежал возле ворот и всматривался в сторону леса. Андрей гладил его по голове и тихо говорил: «Они выросли, Барс. Теперь им нужно жить своей жизнью». Собака будто понимала слова хозяина, но еще долго продолжала ждать. Прошла зима. Весной лес снова ожил.
а Андрей отправился проверить старую просеку после таяния снега. Он шел по узкой тропе, когда впереди услышал шум. На дорогу неожиданно выбежали несколько маленьких кабанят. Мужчина остановился и сразу начал оглядываться. Он прекрасно знал, что рядом должна находиться их мать. Через несколько секунд из кустов появилась крупная кабаниха. Увидев человека, она замерла, опустила голову и громко фыркнула. Андрей понял, что оказался слишком близко к ее детенышам. Он медленно отступил, но самка сделала шаг вперед. Мужчина не стал рисковать и забрался на ближайшее дерево. Кабаниха осталась под ним и несколько раз обошла ствол. Тогда мужчина громко закричал, надеясь, что его услышит кто-нибудь из деревни, но он был слишком далеко. Потом в лесу послышался хруст веток. Андрей посмотрел между деревьями и увидел крупного волка. Через мгновение появился второй. Мужчина сразу узнал знакомое белое пятно на груди одного из зверей. Перед ним стояли те волчата, которых он когда-то достал из ловушки. Только теперь это были взрослые, сильные волки. Они остановились на краю поляны и внимательно посмотрели на кабаниху. Затем один волк медленно двинулся вправо, а второй обошел ее с другой стороны. Их присутствия было достаточно, чтобы заставить кабаниху нервничать. Наконец, кабаниха решила не рисковать. Она развернулась и быстро увела детенышей в густые заросли. Волки немного проводили ее взглядом, а затем вернулись к поляне. Один из них поднял голову и посмотрел прямо на Андрея. Мужчина почувствовал, как у него перехватило дыхание. «Вот, значит, как. Вы все помните», — тихо произнес Андрей. Волк несколько секунд смотрел на человека, после чего развернулся и скрылся среди деревьев. Второй последовал за ним. Андрей еще долго сидел на ветке, вспоминая тот день, когда достал из ямы двух беспомощных малышей. Тогда он спас их просто потому, что не мог поступить иначе. Он не рассчитывал на благодарность и даже не думал, что когда-нибудь встретит их снова. Вернувшись домой, мужчина первым делом рассказал все Барсу. Старая собака внимательно слушала хозяина, а потом подошла к калитке и посмотрела в сторону леса. Андрей улыбнулся и погладил ее по голове. «Похоже, твои воспитанники нас не забыли». Барс завилял хвостом. В тот вечер Андрей долго сидел на крыльце и смотрел на лес. Где-то среди деревьев теперь жили два взрослых волка, которые когда-то не могли выбраться из глубокой ямы. Они выросли и стали частью дикого мира, но память о человеке и собаке, спасших их, похоже, осталась с ними навсегда. Иногда добро возвращается спустя много времени и совсем неожиданным образом. Главное, что настоящий добрый поступок не требует награды. Возможно, однажды он просто вернется тогда, когда помощь понадобится уже тебе. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.